Впереди короткий рекламный блок, а после него наша традиционная тема дня. С ней вас познакомит Павел Ежаков. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Волею случая наш следующий материал выходит сегодня, 5 марта, в день смерти Сталина. К дате мы не привязывались, так получилось. Напомним, что в Нижневартовске уже почти десятилетия ведутся споры вокруг установки памятника репрессированным. Мы планировали пригласить в студию гостей с полярными мнениями по этому вопросу, но в последний момент представитель одной из сторон отказался. Впрочем, позиция председателя общественного объединения «Истоки памяти» полностью отражена в нашем следующем материале. Памятник жертвам политических репрессий. Уже на протяжении 11 лет эта тема муссируется в городе и наконец-то сдвинулась с мертвой точки. Однако есть и те, кто против установки данного мемориала. Аргументов в нашем городе нет и не было политзаключенных и репрессированных. И сумма в 14 миллионов из городского бюджета слишком большая, чтобы тратить ее на данное творение. Почему здесь стоит этот памятник? Ну, памятное место, это нам выделила администрация после обращения. Обращение это читала Валентина Александровна в 2004 году со сцены ДК «Октябрь» на дне памяти жертв политических репрессий. Обращение передали через Тихонова Хохрякову, тогда мэру города. И после этого началась работа. Мы тогда открыли этот памятник, и тогда только по-настоящему для жителей Старого Вартовска прозвучало значение, кто такие репрессированные, потому что люди все стояли и плакали. Здесь же за этой стеной там старое кладбище, и многие репрессированные и члены их семьи, они вот там похоронены. Ну вот, как вы думаете, в каком году будет поставлено? В этом году в мае сделаем. В мае уже? Да. У нас имеется повестка дня. Вопрос о строительстве памятного знака жертвам репрессий. Уважаемые коллеги, давайте мы поставим так работу. У нас присутствует в зале заявитель. Да? Давайте мы предоставим, наверное, ему слово. Значит, Латышев Александр Иванович, координатор движения «Суть времени». Когда в начале 2014 года мы увидели в газетах о том, что в бюджете города предусмотрено финансирование 14 миллионов на памятник жертвам политических репрессий, мы задались вопросом, откуда это появилась история, задали вопрос письменно, нам ответили, что этот памятный знак предназначен для символизирует собой, значит, многочисленные репрессии, которые были в нашей стране в 20 веке. Наш город основан в 1972 году. К тому времени город еще не существовал, и как таковые эти мероприятия к нашему городу исторически не относятся, потому что репрессии это фактически носит с собой подавление некое, да, спецмероприятия в виде подавления против государственных деяний. Вот. И поэтому город наш Нижневартовск к тому времени еще не существовал. В программе значится памятный знак, а значит, в проекте значится благоустройство. В общем-то, нас это очень сильно беспокоит, деньги немалые, и, в общем-то, считаем, что таким образом могут быть всякие перекосы, а любая программа, которая записана, она обязана быть к выполнению. Если даже нет бюджетных средств, то, значит, любая программа должна быть исполнена, и нас это беспокоит. В общем-то, у меня все.
Я родилась в 27 году. В 1927 году. В Москве, да, вы В родились? Москве. А вот у меня паспорт взяли на выписку, наверное, до сих пор не несут. Четвертый дом ЦК на Манежной площади. А мы жили на Манежной улице. Вот Манежная площадь, и сразу идет улица Манежная. Вот так против Кремля Александровский и Александровский сад. Вот. И это, вот там мое детство прошло в этом Александровском саду. Ночью приехал Берия и с НКВД. Это какой год был? 38-й. 38-й год. Ну, это все вышли, потому что не только в нашей семье, а было везде. Вот Очкина арестовали, его в 37-м. Это, а наших родителей в 38-м, это половина двора увезли вот из нашего дома. А тебя в каком году забрали? В 38-м. И их тоже в 38-м. Это только профессор Очкина, как я знаю. А до профессора Очкина много еще увозили из нашего дома. А он жил, вот так идешь по улице, и прямо с этой, вход у них с парадного. Поднимаешься на второй этаж, и вот там они жили над нами. Ой, какая у него жена была, ангел. Добрая какая, когда моих родителей увезли в 38-м. Она спустилась сверху и начала меня успокаивать. Ой, это просто натуральный ангел. Доченька, ну не плачь. Это не только с вами, это в каждом доме, в каждой квартире. Откуда я знала? Ничего не знала. Я в 3 классе училась. У меня 3 года всего образования. Больше я не училась. Мы были букашки. Спасибо. Ничего не значили в жизни, ничего не значили. Им все равно было можно застрелить из автомата, из пулемета, хоть откуда. Они стреляли, человек споткнулся, взяли в голову, пострелял и пошел. Ну, а другой подумал, не дай Бог споткнуться. А ведь идешь, вот мы шли на работу, как здесь в Салихарде, шли это через этот мост. А там же вот эти вот, как их, забиты эти шпалы. А там же эти гвозди-то такие шляпками торчат. Вот за этот гвоздь зацепишься, падает человек, а в него стреляют. Вот и все. На наших глазах сколько я смертей повидала. Это, знаете, это ужас. Объявили все немцы. В дом. Шалон подогнали, и все туда заходили. Только потому, что вы немцы? Да. Боялись, что... Вы будете поддерживать фашистов, да? Или туда уйдем. Отец наш так и думал, что везут нас в Германию. Ехал до какой-то станции, а потом он говорит, все, мужики, увезут нас в Сибирь, в лес, и там будем делать, что хотим. Если, говорит, нас оставят мужиков, а, наверное, говорит, мужиков заберут, а бабы останутся с детьми. И так оно и было. Не доезжая Омска, 45 километров, там станция Марьяновка. Там мы жили. Нас было 6. 7 мать беременна была, когда нас выслали. В 42-м, 25 января их всех мужиков забрали. Немцев? Да. А куда их забрали? Тут армия, вот Свердловск строили. Привезли в лес. Барак стоял, из горболей сбитый. Вот щели такие. Их туда всех загнали. Там не один барак. Они там дома строили. И кто не выработал норму, тот с голоду умирал. Раскраевая Лидия Станиславовна, председатель городской общественной организации лиц пострадавших от физических репрессий и «Истоки памяти». Она как инициатор. Пожалуйста. Памятный знак мы ставим на свои собственные средства, которые мы собрали с ныне живущих репрессированных. И пускай молодой человек не волнуется, что мы залезаем в карман городского бюджета. Теперь, откровенно вам хочу сказать, что человек не владеет совершенно ситуацией, поскольку он начинает свое летоисчисление с 1972 года
А город, по историческим данным, по архивным справкам, которые мы получили и в музее, и в архиве города, он существует значительно раньше. И первые спецпереселенцы здесь появились в 30-м году, то есть 85 лет тому назад. Баржи просто топили, потому что не было возможности эти баржи куда-то причалить к берегу. И очень много людей безвестно погибли в реках Оби, безвестно погибли в братских могилах, безвестно погибли в поселках, в которых выселяли этих людей. И они были уничтожены или болезнями, или голодом, или непомерным трудом. Что еще хочу сказать? Может быть, молодой человек знает, где похоронены его родственники, где похоронены его деды, где похоронены его отцы и так далее. Может быть, дай Бог здоровья, если они живы. Но многие из наших репрессированных не знают, где похоронены и расстреляны наши деды, наши отцы, наши дяди, потому что это была система массового уничтожения людей. И мы не знаем, если мы хотим здесь создать памятный мемориал жертвам политических репрессий, то это для того, чтобы люди, которые не знают, где похоронены их родные, могли прийти и отдать дань памяти именно своим родным. Спасибо за внимание. Спасибо, Лидия Станиславовна. Перед нами стоит обыкновенная простая задача. Она очень простая. Два варианта. Один вариант. Или мы меняем свое ранее принятое решение, которое внесено именно нашей комиссией, именно в программу по реконструкции строительства города 2014-2020 года, или мы свое решение не пересматриваем. Юра, нам, наверное, придется в этом заказывать памятник, потому что этот грек не откликается, да? А нам в мае надо уже начать работу. Так я понял. А мы тогда были, они большую цену выставили, а сейчас я не знаю, как у них. Тоже инфляция какая-то, может быть, это. Полтонны щебня у нас утащила какая-то Волга. Потому что мы попросили у Нижневартовстройдетали щебенку, они нам привезли большой самосвал. Ну и потом какая-то машина без номеров Волга подъехала, и они загрузили полный этот кузов и уехали. Пока завхоз выскочила, уже не было этой щебенки. Я попросила Фриду Андреевну, члена правления нашего, чтобы она приехала сюда и посмотрела состояние памятника, потому что к 30-му нам надо, чтобы все было нормально. Она мне звонит и говорит: вы сидите или стоите? Я говорю: я стою. Она говорит: садитесь, потому что табличку разбили в дребезги, рядом лежат обломки кирпича, а табличка часть висит, часть лежит. Я приехала, собрала, как пазлы собрала эту табличку, и она у нас в офисе лежит разбитая. А потом я спросила у этого соседа, который напротив, кто был? Двое, мальчик и девочка, подростки. Знаете, у нас в стране были репрессии политические в 30-е, 40-е годы. Что-нибудь слышали про Сталина? Да. Слышали? Да. А что слышали? Про Вторую мировую, не 40-х. Вторую мировую войну. А про ГУЛАГ что-нибудь слышали? Нет, такое не слышали, да? Скажите, пожалуйста, вы что-нибудь знаете о репрессиях, которые были в нашей стране в 30-х, 40-х годах, в этом времени? Слышали что-нибудь? Не надо меня показывать, не знаю. Не знаете? Нет. На территории нашей страны в 30-е, 40-е годы проходили репрессии массовые. Вы что-нибудь знаете об этом времени? Мы, наверное, из того поколения, что больше знает, что в 45-х годах война была, скорее.
А про это ничего не слышали? К сожалению, нет, надо читать историю. А как вот вы думаете, на территории нашего города что-то подобное было? Могло вообще быть? Нет? Ну, наш город сравнительно молодой, если уж так-то брать. То, наверное, нет. Как вы думаете, на территории нашего города вот проводилось что-нибудь подобное? Так, я просто город не знаю, я гость. Но где я живу, откуда я приехала, там такое было. А откуда вы родом? Кыргызстан. Там тоже было, да? И много скрывалось, и только сейчас это сильно раскрылось. То, что нам рассказывают, это частично было. А сейчас, я думаю, это очень сильно. И репрессий очень много было. Настя, трогал грязный. На территории нашей страны в 30-е, 40-е годы были репрессии массовые. Вы что-то знаете об этом? Конечно, у меня отец репрессирован. Вы думаете, на территории нашего города что-то было? Нет, думаю, что не было. С Дальнего Востока на Украину отправляли, с Украины на Дальний Восток, с севера на юг, на север. Там перемещения были веселые. По-моему, ГУЛАГ где-то вот недалеко, Салихард. Шучу. На территории нашего города было что-нибудь такое? Возможно ли такое вообще было? Сейчас или раньше? Нет, раньше. Ну, раньше, но здесь уже были, по-моему, ссыльные в основном раньше, насколько я помню. В 1938 году дедушка был на работе, он конюхом работал в Орс, это самое, я не помню, как Орс помню, а как он дальше назывался, я не помню. Он там конюхом работал. И приезжал поздно уже. Ну, когда уберет, видимо, за лошадями, там съедет куда, вот, пришел поздно. А этот работник милиции, или тогда НКВД был, пришел часов, наверное, в 12 дня и просидел до 4 часов. В 4 часа дедушка пришел, и он, значит, разрешите сделать у вас обыск. А какой обыск-то, Господи, у нас, как говорят, Никола не двора, вот, стол стоял, да кровать стояла. Вот, а вот стол кухонный. Вот. И он стал делать обыск. Да так, лишь бы. Вот. И когда делал обыск, были альбом с фотографиями. И бабушка взяла одну, я даже не знаю, но, наверное, незнакомую, ненужную фотографию взяла и взорвала. Вы зачем изорвали? Она говорит, да это и не нужное. Он собрал все эти клочки, фотокарточки, вот, бабушку записал. Так мы потом, наверное, месяц целый думали, что вот за бабушкой придут, вот за бабушкой. Она так переживала, что останусь я одна. Вот. Но, слава Богу, за ней не пришли. Вот. И в 5 часу уже после обыска ему говорит, собирайтесь. Он говорит, а куда? Собирайтесь со мной. Вот. Ему, значит, в сумочку положили, он трясется, он всего боялся. Он такой трусливый был. Вот. Собрали ему все. И он забрал его, и пошли, и с этим ушли. Бабушка потом стала разыскивать, или писала, или искала, ходила. Ей прислали бумагу, выслать на длительный срок. А раз на длительный срок, это расстрел. Откуда ваша мама, откуда ваша мама семья? Мама жила на Украине.
на Украине, Херсонской области. Когда началась война, Сталин же немцев не пускал на фронт. А она этническая немка была? Она немка, да. И на тот момент у нее была жива мама, 3 маленьких детишек, 4-3 года. Ну, брат мой 37-го года, сестра 38-го, и был еще ребенок, мальчик. Он потом в Казахстане умер от голода и болезней. Мужа забрали в армию, в трудовую армию его забрали. И он там погиб, его убило деревом, он работал на лесоповале. Это было где-то, наверное, на Урале. Это первый мамин супруг, я от второго супруга. Мама там на Украине работала дояркой. И когда мужа забрали в трудовую армию, а их в скотские вагоны и повезли неизвестно куда. Она даже документы детей не взяла. Она их только в охапку схватила, свою мать и вот 3 детей. То есть это как-то внезапно, в ночь какой-то произошло? Конечно, 24 часа надо было... Война же началась тоже внезапно, для всех людей во всяком случае. Может быть, правительство и знало, наша история об этом умалчивает, по-моему, до сих пор. А люди-то ведь не знали, для людей это было все это внезапно. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, поедем? Поедем. У нас сначала было желание, чтобы как раз на берегу реки Обь сделать наш памятник. Но сказали, пока не обустроена набережная, не стоит там планировать памятники. Потом мы хотели попросить, чтобы нам разрешили на территории православного храма сделать памятный знак. Но отец Георгий тогда был, он сказал, что не только православные были репрессированы, но и представители других конфессий, поэтому не стоит так вот заострять именно православие. А в Старом Вартовске там были первые спецпереселенцы, и поэтому, судя вот по логике, можно определить, что там тоже можно сделать. Хотела другую шляпу надеть, но она почему-то у меня спадает. В 2008 году, когда была акция высадки деревьев аллеи новобрачных, мы тоже договорились с управлением по экологии, что будем высаживать свою аллею. Они нам вырыли здесь ямы, привезли растения, это были черемухи в основном, и мы здесь посадили эту аллею. Но табличку нам не разрешили сделать, сколько мы не обращались, не знаю, сколько. Вот. А какую вы табличку? Что мы там? хотели табличку, что это аллея памяти. Жертв репрессий? Нет, просто аллея памяти. Потому что, когда начинаешь писать жертв политических репрессий, у горожан разные настроения, да, большие глаза. Вот. И поэтому от аллеи могло вообще ничего не остаться. Сегодняшний наш урок будет посвящен теме жертв политических репрессий. И свой урок я хочу начать с краткого стихотворения, которое говорит о том, что это был за период. Всем, кто пленен был статьей полсотни 8, кто и во сне окружен был собаками, лютым конвоем, кто по суду, без суда, совещая особым, был обречен на тюремную робу до гроба, кто был судьбой обручен кандалами, колючей цепями. Им наши слезы и скорбь, наша вечная память. Как вы думаете, что за слово репрессии? Чего они относятся? Как вы понимаете, что это за слово такое репрессии? Каким словом схоже возможно? Это как бы приказы. Приказы, еще. Как вы думаете? Ограничение какое-то. Ограничение в чем-то. Еще.
А с каким периодом истории, как вы думаете, связано это слово? Когда происходят серьезные изменения в стране? 20-е, 30-е годы. 40-е, начало 50-х. У власти в это время стоит кто? Сталин. Латинского слова репрессии переводится как карательные мероприятия, наказание, имеющие целью подавить, положить конец чему-либо. Как вы думаете, кого могли наказать? И за что? За неподчинение. За неподчинение могли наказать. Еще. За измену родине. За измену родине. Ну, я родом из Краснодарского края. Вы там родились, да? Я там родилась в 1940 году. Родилась я только, значит, 8 месяцев мне исполнилось. И отца моего приехали, как мама говорила, ночью на воронке. Ну, даже не знали за что, давай собирайся, и поехали в Петров. А моему отцу было 29 лет. И, значит, посадили его, обвинили в какой-то там, что он где-то сказал, он на работе. Он работал на железной дороге. Вначале как бы ремонтная бригада была, а потом путевым обходчиком работал. И что, а потом как случилось? Его куда-то сослали, отца? Его сослали в Коми АССР на АССР. лесоразработке. Я как-то еще была где-то в 3-м или 4-м классе и полезла в сундук, тогда сундук, ну, остались только что, красивый сундук был, красивый резной шкаф высокий. И вот я там, мама, когда она в колхозе, ее отправили работать. Ну, а я маленькая была, дома одна была. И вот полазила там, смотрю письмо отца. И, значит, Лена говорит, ты мне отправь посылку чеснока. Ну, там в основном, говорит, луку, это чеснока. А такого, ну, что там, говорит, типа заберут, или мне, говорит, зубы болят. Ну, он, отец, умер от пилагры. Он только там 3 года пробыл и умер. 3 года? 33 года ему было, и он умер. Гачаев Сайпи Нурдинович, 52-го года рождения. Родился в городе Усть-Каменогорске во время депортации чеченского народа. Отец мой был репрессирован. У меня отец считался 29-го года рождения. Вот. Во время выселения ему получалось 15-й год. А на самом деле он был 31-го года рождения. Вот. Я это узнал после того, когда он умер. Когда нашел его свидетельство о рождении. Ему из-за этой ситуации, что тяжело было народу выживать, он добавил себе 2 года возраста, чтобы выучиться на водителя и зарабатывать себе на кусок хлеба. Жить-то надо было. 23-го вечером собрали мужчин. Да, 23 февраля 44 вечером собрали в селе, в мечети мужчин. Будет, мол, собрание. Окружили полностью, вооружили, вооруженными солдатами полностью окружили и, говорит, сказали, у кого есть оружие, будьте любезны сдать оружие. Огнестрельное, холодное. Но у нас, как по большей части на Кавказе, это холодное оружие. Это национальное оружие черкесские, кинжалы были. Ну, я говорю, все кинжалы выложили, куда деваться. Думали, уже выпустят. Нет, сказали, не выпускают вас, будете до утра сидеть в этой мечети. В этой холодной мечети до утра все мужчины присели. Утром машины, говорит, подкатили, нас загрузили, и потом, говорит, семьи начали выводить. Семьи. Вот. Кто мог, говорит, выводили, кто мог двигаться, кто не мог двигаться или поднять что-то на дом. Этих, говорит, двигали, тех, говорит, на месте расстреливали. И все, говорит, элементарно. Тяжело, значит, тяжело. Не можешь идти по гуза, а им надо вывести, а приказа в течение сутки освободить не было. И они действительно хорошо исполнили свой приказ. Вот.
хорошо. Каким годом связан? 37-й, 38-й, да, когда директива Сталина предписывает, да, дает четкий план, как нужно действовать. Сроки определяются, количество, да, человек, которые подлежат репрессиям, тоже определяется заранее. Вся обвязанная. Но обычная немецкая девчонка. А какую цель перед собой поставили? А какую цель? Просто хотелось, чтобы люди узнали, кто такие репрессированные. Вот такую общеобразовательную цель. Потом хотелось защищать права этих репрессированных, потому что столкнулась с тем, что немногие имеют высшее образование, и особенно начиная с 26-го года рождения, 30-го года рождения, у них почти не было образования, потому что они со своими родителями были сосланы, и они не учились. Вот. И хотелось их каким-то образом защитить и показать им возможности вот это, где-то отстоять, где-то ходатайствовать. У кого-то не было документов. Мы начали ходатайствовать через Генеральную прокуратуру в Российской Федерации, через Верховный суд, писать. И около 20 человек мы восстановили права репрессированных. Я хочу сказать вот что. Вообще в жизни и каждого человека существует добро и зло. И это независимо от того, хочет человек или не хочет. Если есть добро, то есть и зло, как противодействие. Хорошо, если побеждает добро, и мы к этому и стремимся как раз. Надо сказать, что все воспоминания наши очень светлые, хорошие. И мы своим примером, что, несмотря на все эти репрессии, наших родителей и нас, маленьких детей, мы состоялись все как личности. У нас нет плохих людей среди репрессированных. Дело в том, что когда начинаешь говорить правду, эта правда не нравится всем. Они стараются прикрыться каким-то образом за личиной вот этого безмятежного счастья, которое на самом деле существует. И не замечать проблем. Так нельзя жить. Так нельзя жить. Я понимаю, можно твердить, как зомби, все будет хорошо, все будет хорошо. Но для того, чтобы это было хорошо, надо хоть что-то сделать. Надо сделать хотя бы свой выбор, надо выбрать хотя бы свой путь, свою профессию. Надо выбрать себе жену, воспитать детей. Надо что-то делать, а не просто твердить, что все будет хорошо. 30 октября 2015 год. В памяти всех людей, погибших и пострадавших в ходе политических репрессий, посвящается. Эта памятная дата установлена не государством. 30 октября объявили днем политзаключенного сами узники политических лагерей, боровшиеся за победу и победившие в этой борьбе.
Решение Верховного Совета России от 18 октября 1991 года внесло его в государственный календарь под названием «День памяти жертв политических репрессий» и придало ему официальный характер. Сегодня скорбный день. В книге Лидии Станиславовны написано: «Помнить тяжело, забыть невозможно». Мы не должны допустить того, чтобы это было забыто. Об этом должны помнить всегда, ради наших детей, ради наших внуков, ради наших будущих поколений, чтобы этого никогда больше не случилось. Я хочу поблагодарить активных людей, вот той организации «Истоки памяти», которые смогли установить этот памятник за свой счет, смогли сохранить эту память. Спасибо им. Устанавливаем этот памятник для того, чтобы было место, куда можно было прийти и склонить голову, вспоминая наших родных и близких. У многих из нас, вот даже... Нелли Тимофеевна, подойдите. У многих из нас нет даже места, куда мы могли бы прийти и поклониться могилам своих родных и близких. Вот даже Нелли Тимофеевна подобная, она как раз из тех. И я не знаю, где мои родные похоронены. Многие из нашей организации не знают, где расстреляны их деды, отцы и братья, старшие братья. И поэтому вот это место, оно для нас все-таки будет очень памятным, святым, и мы будем сюда приходить часто, вспоминая своих родных и близких, и отдавая дань памяти именно их подвигу, их прошлому, и не забывая о том, что молодое поколение наших нижневартовцев, оно должно бережно относиться к этому месту. Светлая память всем репрессированным, кого мы знаем и кого мы не знаем. Светлая память нашим родителям, прародителям. Светлая память. Объявляется минута молчания.
по статье 58 пункт 10 пропаганда или агитация, содержащая призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти, по этой статье расстреляли моего деда Петра Петровича, отца моей мамы. А ее потом сослали... А ее сослали как связь дочь врага народа. Дочь врага народа, ее сослали потом на Ну, ее сослали еще и по национальному признаку, потому что она немка была. Вот. Хотя она работала в наркомфине Кабардино-Балкарии, занимала высокий пост. Обычно эти книги читаются на местах массовых расстрелов или захоронений. У нас таковых нету, например, место расстрела. Потом мы выбрали это место, чтобы просто почтить и отдать дань памяти всем людям, пострадавшим в результате советских репрессий. Все причисляемые люди, они были жителями Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Абакумов Илья Сергеевич расстрелян в 1938 году, реабилитирован в 1957 году. Белых Александр Георгиевич расстрелян в Тюмени в 1938 году, реабилитирован в 1959 году. Дикалеев Бежан Айналеевич расстрелян в 1938 год, реабилитирован в 1989 году. Бигбаев Гарифуддин Хамидович расстрелян в 1938 год, реабилитирован в 1958 год. Бондаренко Аники Павлович расстрелян в Ханты-Мансийске в 1937 год, реабилитирован в 1989 год. Воронин Павел Яковлевич расстрелян в Ханты-Мансийске в 1937 году, реабилитирован в 1989 году. Белла Мельцер расстрелян в Салихарде в 1938 году, реабилитирован в 1989 году. Булавка Пелагея Дмитриевна расстреляна в Омске в 1938 году, реабилитирована в 1981 году. Головачев Иван Павлович расстрелян в Омске в 1937 году, реабилитирован в 1957 году. Горбунов Семен Иванович расстрелян в Салихарде в 1937 году, реабилитирован в 1958 году. Долгих Давыдов Федорович расстрелян в Салихарде в 1938 году, реабилитирован в 1957 году. Емышинцев Федор Егорович расстрелян в Салихарде в 1938 году, реабилитирован в 1957 году. Жигатов Танкиш расстрелян в Салихарде в 1938 году, реабилитирован в 1958 году. Житков Иван Петрович расстрелян в Салихарде в 1938 году, реабилитирован в 1957 году. Картавцев Василий Егорович расстрелян в Тюмени в 1937 году, реабилитирован в 1989 году. Качкин Николай Валентинович расстрелян в Омске в 1938 году, реабилитирован в 1989 году. Круптинский Хатур Лямбаевич расстрелян в 1937, реабилитирован в 1989. Крысанов Никанор Прокофьевич осужден в 1937, реабилитирован в 1958. Макеев Кристиан Прокофьевич расстрелян в Салихарде в 1938 год, реабилитирован в 1989 год. Мауль Ян Янович расстрелян, год неизвестен, реабилитирован в 1959 год. Мельбак Ян Петрович расстрелян в 1938 год, реабилитирован в 1959 год. Венченин Георгий Иванович расстрелян в 1937 год, реабилитирован в 1968 год. Вихряков Василий Леонтьевич расстрелян в 1937 год, реабилитирован в 1958 год.